Всем привет! Сегодняшнее видео будет, наверное, продолжением прошлого. В прошлый раз у меня не получилось плавить вот эту вот бронзу из здесь краны. И водяные счетчики. Плавить не получилось. То есть вы видели, кто смотрел, с тигеля валил дым, образовался только белый порошок, как потом выяснилось, оксид цинка. И тигель был пустой. Сегодня, вычищая печь, я обнаружил, что тигель был пустой по причине, что оно просто вытекло. Вот она, эта бронза, которая вытекла. Тигель у меня прогорел. То есть я совершил большую ошибку, что закопал тигель в прошлый раз в уголь. Где-то вот на таком расстоянии у меня он был закопан, весь красный. И, видите, железо начало плавиться. А так как я этот пятак 2 сантиметра толщиной я вставил внутрь трубы и получается, я обварил. И получается, что края трубы, где были, они начали плавиться. Сгорела сварка и образовалась дырка. Ну или технологическое отверстие, кому как. И вытек весь этот расплав. Поэтому в этот раз тигель я сделал по-обычному. Просто приварил пластину сверху и оставил побольше вот этих вот всяких торчащих краев необработанных. Чтобы если даже и будет гореть и плавиться, пусть они и плавятся. Чтобы до сварки меньше доставало. Короче, плавится пусть вот эта вот часть. Потому что алюминий так плавлю, и у меня еще не прогорел ни один тигель. Теперь по бронзе. Или вернее, так, я сегодня буду оговариваться. Бронза, латунь. Скорее всего, это все латунь. Как мы в комментариях уже разобрались с вами, что это, скорее всего, латунь. Потому что с бронзы краны делают редко, и это я уже и прочитал. Но я буду оговариваться, называть бронзой, потому что мне так привычно, и, по-моему, все называют бронзой. Латунью, наверное, называют только радиаторы. Так, вот у меня есть сборник советской латуни. Вот сборник современной китайской латуни. И вот это тоже, вот этот кусок, это от огнетушителя кран. Обычный автомобильный, ну или тракторный там огнетушитель. Не знаю, на сколько он литров был, не помню. Бронза, латунь. Дальше. Вот это я пробовал так. Это у меня все. Это у меня все эхо войны. Это все, что вот здесь вот есть, почти все. Это все собрано на полях во время культивации, во время посевной. И вот есть такая шестерня. Это тоже с поля. Но я ее распилил сегодня. Обжигал, в воду укинул, чтобы окалина вся сошла. И видите, на современном, на всем налет, смотрите, какой медный. То есть накаляю, в воду опускаю, медный. Гильзы-то по-любому они латунные. Но я их все надламывал, смотрел что на изгибе, на изломе, что это. Желтые. Да я вот протачивал. Желтая, латунь, все. Но при опускании в воду, видите, они покрываются медной какой-то пленкой. Такой оксид получается. А современная порошковая, вот он, огнетушитель. Во-первых, он у меня расплавился, начал от паяльной лампы плавиться. Вот, капля от него образовалась. Латунь нет, и кусок отвалился. То есть вот это вот, и вот это вот. Вот я тоже сегодня уже пробовал плавить. Просто вот этих кранов накидал в чашку металлическую и грел лампой паяльной сверху, открытым огнем. И вот эти краны, они плавятся вот так. Ну, я просто посмотрел, что плавится, и убрал лампу. Потому что не для этого был эксперимент. Просто узнать, что плавится. Так вот, при раскаливании, при накале лампой и резком опускании в воду, вот это вот очищается. То есть, был черный, обычный, с оксидной пленкой и так далее. И он очистился и стал, видите, какой металл. Вот теперь сравните, латунь. Если это и это латунь, или составы разные, или все-таки, не знаю, это порошковая, правильно, латунь? По идее. Вот это все порошковое. А это, ей уже 80 лет. Этой латуни лежала в земле. Возможно, раньше делали по-другому. Ёлки-палки. Здорово вам! Так, сбили меня немножко гости. Что я хотел сказать, я уже забыл. Короче, разница в этих металлах, видите, какая? Хотя, по идее, это латунь. Потому что, и вы утверждаете, я уже читал, что сейчас все это делается с латуни. И это латунь. И, судя по окалине, то есть вот это все латунь. То, что вот я вот насобирал, это все латунь. Здесь я вот протачивал, то есть каждую детальку я протачивал вот эту вот. И, смотрите, везде желтая. То есть это не медь. Она сейчас выглядит как медь, все равно она желтая. И даже вот эта шестеренка, сейчас где-то я... Вот эта шестерня, тоже точил. Желтая. Неужели это все бронзовое? Нет же, опять, гильзы не могут быть бронзовые. Гильзы латунь, значит это все латунь. Так, еще я хотел показать. Теперь, смотрите еще. Я ж вожусь, вот это алюминий там плавлю, чтобы без раковин, было все качественно. Заводская отливка. Смотрите, какие здесь раковины. Не знаю, когда эта шестерня была сделана, в каком году. Видели? То есть люди сильно не заморачивались. Делали, что есть. Так, ну все, заболтался. Надо было в начале видео сразу сказать, что немного поболтаю. С тигелем разобрались совсем. Полавлю я опять в этой вот своей печурке с поддувом, каменным углем. Все.
Все, сейчас разжигаю печь. И тигель я сегодня буду ставить сверху на огонь. То есть надо будет этот процесс как-то контролировать все-таки. И еще по совету вашему я сделаю, когда закину латунь, я слегка присыплю древесными опилками, чтобы опилки все-таки выжигали кислород в тигеле, чтобы не было вот этого вот горения цинка. Ну и тигель накрою. И плавить я буду сегодня, постараюсь я расплавить сегодня только вот эту вот советскую латунь. Вот эту я трогать не буду, потому что, мне кажется, все равно это разные составы, и мешать их, испортить что-то не хочется. Попробую расплавить вот это, отолью, а как-нибудь в следующем видео уже поплавим эти краны. Все, начинаем. Печь начинает потихоньку расходиться. Поставил горн и закинул первую латуньку. И сейчас я попробую накрыть сначала тигель без опилок. То есть перекрою доступ воздуха, ну, кислорода там, чтобы не обогащался. И может быть так получится. Без вмешательства опилок. А теперь смотрите, как плавится советская латунь. Легкий-легкий белый дымок. Блин, я над печкой что-то боюсь камеру ширять. Не знаю, не увидите, наверное. Вот так вот оно все творится. Легкий дым выходит и все. Я его не вдыхаю, не переживайте. Очки у меня одеты на мне или надеты, не знаю. Ну, короче, она плавится уже. Потому что я первый кусочек расплавил, а потом дальше начал кидать. Все нормально. Вот, с открытой крышкой. И я туда сыпанул немного опилок все-таки. Все, наверное, пора закрывать. О, видите, упал кусочек. То есть плавится, проваливается. Сейчас буду еще добрасывать. Короче, я кинул туда опилок и с открытой крышкой. Вот она, латунь уже плавленная. Если видите. Вот она. Мне осталось вот 3 гильзы справить. Наверное, снимать шлак надо будет и выливать. Так, ну все готово. Расплавлено. Пока вроде не вытекло. Поэтому, не знаю, может быть монтаж сделаю какой-нибудь, потому что сейчас пока перчатки натянешь, пока... Все, пытаюсь сейчас, выключаю поддув и попытаюсь быстро вылить. Посмотрим, что получится. Что-то вылил. Что осталось? Или сразу застыло, или что-то... Да нет, там уже ничего не осталось. Не знаю, видно будет. Да, наверное, все вылил. Фух, неужели получилось, а? Но только, по-моему, все равно со шлаком оно падало. Потому что там не видно, там не заглянешь. Не поймешь, где там шлак, где не шлак. Все красное. Ложка, нержавейка начала сгибаться, пока я в этом тигле мешал, что-то там пытался. И поэтому остужаю, разворачиваем форму. И будем протачивать, смотреть, что там получилось. Да, и в этот раз я все-таки попробовал играть температурой, потому что переживал за тигель. И поэтому я подачу воздуха то прикрывал, то закрывал. То есть тигель разгорелся, когда... Тигель, говорю, горн, печь разгорелась, тигель накалился, и я убавил температуру, поддув. И тигель больше не остывал, ну то есть он не стал остывать. И вроде в этот раз получилось. Ну все, ждем, когда остынет, и проверяем. Вот что у меня получилось. И я даже не стал уже отдирать полностью вот это, потому что, смотрите, по маленьким кусочкам отдираю. Бронза спеклась формой с этой жестянкой. И бронза отрывается, жестянка отрывается вместе с бронзой. Видите? Она желтая. Поэтому решил просто собью на станке сейчас, да и все, резцом это.
А с этой стороны вообще как будто железо. То есть, может, как раз вот это со стенок тигеля. То есть, даже после охлаждения водой оно, видите, ржавое аж стало. И черное, как железо. Или, может, это шлак. Как раз всплыл. Не знаю. Все, сейчас станок заряжаю. Посмотрим, что внутри. А то, может быть, заброшу я эти бронзоплавки. Ну что, начнем. Сразу заранее извините, если фокус будет сбиваться. Потому что все-таки постоянно оглядываться на камеру, ну никак. Поехали. А! Красота! Все-таки красота! Нету пор. Это на дне, это там, где самая горячая попала. Никаких пор нет, чисто. То есть я вот эту выемку выбрал, которая была в банке. Ямку видели, да? И все тут чистенько. Отлично, ну то потом рассмотрим. Так, сейчас я пойду переоденусь, потому что я в шлепках, в шортах, в майке. И на меня вся эта стружка летит, и я уже обгорел весь. Сейчас переоденусь, переобуюсь и пойдем по плоскости. А вот так, если попробовать. Попробовал близко, фокус теряется, туда-сюда бегает. Попробую сейчас подальше. Тут раковины, да. Это, наверное, просто надо будет много снимать. Ну да я же говорю, шлак не убирал. Ничего не убирал. Я думаю, первая плавка тут простительно будет. Сейчас сотру побольше. Так. Ну, уже получше. Но все равно раковины эти пока сотрешь, уже металла улетит хорошее количество. Где-то все-таки ошибка есть. Но я не использовал никакой флюс. Кроме вот этого опилок. Ничем не присыпал, ничем не перемешивал. Но это похоже больше на вкрапления именно шлаковые. Это не пузыри. Это шлак. Он, наверное, видели, когда я выливал, сразу хлюпнул там кусок какой-то. Вот это вот оно и получилось. Так, я, наверное, не буду ее переводить. Не, хотя что не переводить? Эксперимент, значит, надо проверять, что внутри. Ну и тут тоже я не пойму, откуда тут грязь сразу взялась. Нету ее. Так, ну здесь получается теперь вот одна крапушка. Вот и есть. Что-то есть. Но уже более-менее чисто. Сейчас еще разок побыстрее пробегусь. Так. Ну вот уже почти красивая. Так, все, сейчас переставляю наоборот и попробуем, что будет сейчас сверху отливки. Так, смотрим вверх. Да, здесь ого-го.
Здесь до хрена этих раковин. Не буду ее, наверное, сильно стирать. Сейчас переставлю камеру, по торцу тоже пройду. Посмотрю, что там. Что покажет дно. Это все шлак. Так, ну и что тут это такое? Все, сразу латунь идет. Никакого железа. Ладно. Да, здесь больше раковин сверху. Возможно, еще ее нагревать надо больше, потому что сейчас было металла много. И, скорее всего, снизу был лучше прогрет, сверху хуже. Может, от этого, пока донес. Ну, короче, что-то где-то есть ошибка. Такие раковины, такие ямы. А на дне вот лучше. Почему? Жду ваших комментариев. Хотя вот у нас в районе когда-то плавили чугун. Было в СХТ, плавили чугун, выливали. У меня даже плита печная есть, местного производства, отличная штука. Так вот, один мужик там рассказывал, работал. Пробовали отливать они бронзу в этих печах, и ничего у них не получалось. Получалось, говорит, говно полное. Вот именно с раковинами и так далее. Качество было никакое. Сейчас сниму, посмотрим, что тут вышло ближе. В итоге наблюдаем такую картину. Дно чистенькое, обалденное. И также здесь, где протачивал, ну это от кулачков следы уже. То есть чисто нормально. А вот выше середины и верхушка как кашка полная. То есть если надо будет втулку из тока переводить материалы, смысла нет. Лучше точить чугун. Даже не знаю, как-то неоднозначное мнение у меня сейчас сложилось. То, что плавить получилось, а вылить не получилось. Ну ничего, алюминий тоже сколько возился, пока более-менее чего-то добился. Также и бронза. Возможно, если бы я в 3 раза меньше плавил бы, она бы лучше накалилась бы, прогрелась. Я ее, возможно, не нагрел полностью. Так же, как и алюминий. Алюминий нужно выплавлять градусов на 150, по-моему, выше температуры плавления, а то и на 200. Также и бронзу надо. Но тут я переживал за тигель, чтобы он не сгорел, и чтобы вся эта вот латунь или бронза, она у меня чтобы не вытекла в печку. Вот такой эксперимент получился. Так, ролики у меня, возможно, будут выходить теперь реже, а может быть даже я и приостановлюсь, потому что у нас начинает спеть пшеница, уборка на носу. Сейчас ремонтируем комбайны, а дальше уборка, и если не будет дождей, то месяц минимум без выходных. И я не знаю, подписчики, а ну-ка напишите мне. Если вам интересно, я могу поснимать какие-нибудь ролики на работе. Может быть, культивацию или именно на уборке. Потому что на уборке я буду пожарником, и времени у меня свободного будет хватать. Мое дело наблюдать. Так, ну все, на этом, наверное, завершаю я свое видео. Всем пока, удачи, здоровья. До новых встреч.